Дмитрий Подборонов. У меня вопрос к вам насчет мазков в импрессионизме. Всегда ли нужна пастозность мазков? Или все-таки хватит цветовых и тоновых бликов для передачи ощущений? Я понимаю, что масло – это не акварель, но вопрос об уместности столь жирных и пастозных мазков. Бытует мнение, что мазок, если жирный, то выделяет и делает акцент или удар в каком-либо нужном участке изображения. Каково ваше мнение? И часто вы пользуетесь неразведенными красками, так сказать, чистым цветом такое случается? Спасибо большое, Дмитрий. Я почему улыбаюсь? Потому что я вспомнил, сразу ассоциация идет. Папа мой, например, брал, тонко нарезал хлебушек, тонко, там вот такой, да, а масло клал, так, серьезно очень. То есть, вкусно для него, кашу маслом не испортишь. Поэтому жирный мазок на хлебушке – это харизма. Дмитрий, конечно, не всегда полезно столько масла на хлебе, так и на холсте. Не нужно увлекаться. Пусть хотя бы в некоторых местах это будет харизма, вот эта мощь. Но это мне интересно. Спокойное, нежное письмо с мощным. Но это сочетание, как в человеке, кстати. Вот он спокойный, потом хопа, он красив, человек, и тонкостью, и своей мощью. То есть, когда диапазон широк, это красиво, на мой взгляд. Мужчина. Женщина тоже, кстати. Все такое вот, ждать у окошка, у открытого окна 30 лет, когда он придет. Нужно же действовать, хотя бы выйти хотя бы на улицу. То есть проявить ян. На мой взгляд, человек гармонически красив, когда инь и ян, то есть мужская и женская ипостась, как-то поровну существует. Была такая легенда об андрогинах, конечно, вы все знаете. Так, что касается мазков. Интересное наблюдение, что даже если человек не попадает в тон, но мазок мощный, он работает. И другая сторона. Если весь холст заполнен вот этой мощью, то мозг взрывается от изобилия информации везде. Но не можем мы, например, все время есть. Все время. Но есть же какие-то разделения. Утром, обед, вечером. Ночью, например, хорошо. Один раз. Почему два? Почему все время? Нужно же организму дать отдых. Или, например, это дело, чай. Тоже лучше просто воду пить. Зачем все время чай? Да только посмотреть на белую чашку, что после этого чая на стенках творится. Это же как это вообще можно? Все время. Да еще с сахаром. Так что мазку рознь, сказал гинеколог патологоанатому. Да, анекдот такой. Пользуйтесь ли разведенными красками, неразведенными. Бывает, если это уместно, почему нет? Для контраста, Но пусть будет с этой мощью вот этого прямого чистого цвета, пусть будет живописная тонкость рядом. Тогда он будет акцентировать внимание на этом пятне. Но видно сразу, что окружение, что художник чувствует живопись, что он умеет писать. Чувствует, что это такое. Олег Сизаненко. Слава, я соглашусь, что реалисты зачастую делают похожие работы. Но ведь у вас все работы одного стиля. Узнаваемая авторская манера, которая, как и почерк, возникают от того, что приемы, цветовые отношения повторяются от работы к работе. Вот если бы вы одну картину писали как реалист, вторую как академист, а третью как пуантилист, можно было бы говорить, что они не похожи одна на другую. А так нельзя говорить, да? Надо просто много посмотреть, Олег. Я не знаю, 1000 работ. Посмотреть, выложить и посмотреть, что они разные или они одинаковые. Речь идет о том, что у всех есть излюбленные краски, какие-то гаммы, приемы, чтобы они расширялись.
Если я, на ваш взгляд, делаю все одинаково и похоже, ну, значит, я буду над этим работать. Хорошо, когда художник, представляя себя, пишет сдержанные работы, да? Когда мало цвета, мощные, когда много цвета, контрастные, в смысле от белого до самого черного, или очень нежные, от белого до прям еле-еле серого, такие вот светлые, или густые, ну, по цвету, по состоянию. Вот это интересно. Или соединяет жанры. Мне очень нравится какой-то баланс между передачей впечатлений и абстракцией, прям по лезвию ходить. Мне это тоже нравится. Но мне нравится и точность, там, где есть точный рисунок. И когда портрет, например, написанный, ну, как вот я пишу, и он вписан в среду такую очень, может быть, агрессивную даже, или решенную совершенно по-другому, чем вот лицо. Людмила Стрепкова. Вячеслав, а сколько будет стоить поездка на Байкал? Ну, этим занимается организатор, галерея «Диас», Диана. Я контакты вам дам тем, кто интересуется. И на сайте я выложил, что будет 5 дней класса. Будет еще один день 15 числа в самом Иркутске. Мы будем писать натюрморт. Это разные классы. Я не знаю, сколько стоит билет на самолет. Все по-разному добираются, кто-то там живет. Но вот класс мой стоит всегда, уже много лет, 5000 рублей один день работы. Да, вот здесь мы будем работать с 10, по-моему, утра до 14 часов. Сначала, как обычно, я пишу, рассказываю, показываю, ставлю задачу, мы будем писать в разных местах, потом вы работаете. Я подхожу, и под моим контролем показываю на ошибки, и вы продвигаетесь. Потом просматриваем работу. Это целостный семинар, поэтому 5 дней живописи очень важны. Разные задачи. Очень важно групповое погружение в работу, в мощную работу. Так что настраивайтесь на серьезный семинар, на серьезный подход. Натюрморт с виноградом. Очень сложный и очень интересный двухчасовой материал. Пришлось его закачать в школу, он в 2 частях. Но цена будет такая же, как и на одну часть. Ну, как обычно, вы видите то, что я пишу, холст с правой стороны, палитру, в которой делаются замесы, и мотив, который я пишу. Тонкие, нюансные отношения теплохолодности прописаны в этом натюрморте. Очень сложно писать виноград, потому что его нужно писать целостно, сохранить эту целостность и выбрать, какой группе или какой ягодке уделить особое внимание. И не запутаться в бесконечных бликах, и какого они цвета, и как это все скомпоновать, и как это соотносится с драпировками, с кувшином, который освещен с одной стороны теплом, с другой холодом. Вы смотрите, как художник сравнивает, что с чем, как он делает замесы, как он предпочитает одно другому, от чего-то избавляется во имя целостности. Задача сложная. И вы постепенно пропитываетесь вот видением работы, пониманием, как и что с чем сравнивать. Я пишу не молча, показываю и рассказываю, как ведется работа. Урок номер 26. Натюрморт с виноградом. Одним движением все это сделать.